Сегодня мы разберем 344-ю главу манги Черного Клевера, где мы узрим первый шаг Люциуса в уничтожении страны Солнца, а также увидим сильнейших ее защитников. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на сети 344 глава манги Черного Клевера, переводил я ее сам. И так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Прочесть вы ее сможете по ссылке в описании, но в этот раз из-за ЧП в личной жизни я вложу официальный перевод, но в воскресенье. Глава начинает свое повествование с неожиданной встречи Люциуса и полуживого Морриса, который после проявления одержимости Люцифера и захвата им его тела с последующим рассечением дьявольской туши Астой, был сейчас, грубо говоря, не в самом лучшем состоянии. Однако позже Люциус все-таки спас Морриса, поскольку наверняка у него были еще некоторые на него планы. Но интересно тут вовсе не это, а то, что безумный ученый королевства Алмаза и главный антагонист Черного Клевера знали друг друга. А то есть круг лиц, которые непосредственно посвящены в планы четвертого Загратиса, расширяется. И вполне вероятно, что будут обнаружены еще персонажи, работающие на врага, но они скрываются там, где мы еще даже не подозреваем. Моррис был вызван сюда для того, чтобы под видом взаимной помощи продемонстрировать божественную силу Люциуса, в одно мгновение полностью реконструирующую тело Морриса, от основного отсутствующих конечностей и до мельчайших проблем тела, таких как врожденная слепота. Безумный ученый был просто вне себя от восторга. Это был совершенно другой уровень магии, которая вовсе не сравнима с любой магией восстановления, поскольку она не излечит врожденные недостатки, а Люциус в буквальном смысле продемонстрировал божью силу, способную реконструировать тело человека заново. Вот только не успев Моррис нарадоваться, что сможет вернуться к своим безумным экспериментам, как Люциус тут же промывает ему мозги, со словами, чтобы он использовал свою науку и магию модификации ради истинного мира. Замечу, что в этом случае все выглядит так, как будто антагонист не просто сменил некие моменты в памяти, а будто просто промыл мозги, сделав из Морриса зомби, беспрекословно выполняющего его приказы. Когда в ту же очередь, смотря на паладинов, можно сказать, что их личности полностью сохраняются, и они теперь просто верят в идею создания истинного мира. На вопрос, зачем Люциусу ходячие зомби, у меня все-таки есть ответ. Моррис и его сила могут быть опасны для его плана, ибо данная магия способна воздействовать на все, что угодно, магическое и не магическое. Загратису нужна была в своем распоряжении подобная сила, но если бы он провернул с Моррисом ту же схему, что и с паладинами, тогда бы была опасность, что ученый смог бы выбраться из-под его контроля. Так что зомбированный ученый принесет ему больше пользы, нежели личность с полной свободой действий. Давайте теперь обсудим ту божью силу, которую продемонстрировал Люциус. Будучи в своей обители в момент реконструкции тела Морриса, нам показали те самые 3 кокона около трона. Это были известные нам плоды древа Клепот, в которых находились, не поверите кто, темная триада. А значит, моя теория о том, что эти коконы предназначались именно для них, все же сбылась. И та божественная сила, продемонстрированная Люциусом, принадлежала его братьям и сестре. Ведь в момент показа их крупным планом, не зря тогда в поле зрения попали их гримуары. Да и к тому же как-то странно, что четвертый Загратис почему-то не очень спешил с восстановлением своих вроде бы как родных, поскольку все предсмертные повреждения на их теле все еще остались. Рассеченное святой силой тело Зенона, вышедшая из-под контроля магия тела Данте и проклятие Ваники, оставленное Мегикулой. Все это Люций почему-то не устранил. Будет печально, если эта троица станет лишь методом реконструкции. Я надеялся, что в скором времени моя Ваника все же непосредственно вернется в действие сюжета. Однако у меня все еще теплится надежда, что Загратис восстановит триаду, ибо у него есть абсолютно все для этого.
К тому же он показал на примере Хита Грайса, что может воскрешать мертвых. Даже просто сделав из темной триады паладинов, они уже станут сильнее и смогут дальше помогать Загратиусу в исполнении его плана. А ведь они были одни из первых, кому Люциус раскрыл свои идеи. Ну а самое главное, это то, что кокона было не 3, а 4. И возможно, как я и говорил в своей теории, этот последний плод Клипота предназначен именно для самого Люциуса. Возможно, для того, чтобы создать для него совершенное тело под стать божеству, которым он хочет стать. Ибо после поединка в королевстве Клевер Загратис почему-то опять не может передвигаться, что, кстати, очень странно. Ибо мы уже наблюдали, как сила дьяволов способна исцелить человеческие недуги, а с их очищенной силой, которая куда мощнее, восстановление ему и подавно гарантировано. Видимо, мы знаем далеко еще не все о Люциусе, раз уж даже с такими ресурсами и силой он все еще не поборол свой недуг, да и триаду не восстановил. Эх, моя Ваника, жду твоего возвращения. Анизон – проект для просмотра ваших любимых аниме. Сайт оснащен интуитивно понятным интерфейсом, а благодаря фильтру вы сможете быстро отсортировать аниме по жанрам и ознакомиться с каким-то новым тайтлом. Присутствует также и система рейтингов, которая покажет вам лояльность аудитории к выбранному аниме. Ну а во вкладке расписания вы сможете быстро и удобно узнать дату выхода желаемого ангоинга. Смотреть тайтлы вы сможете в HD качестве, при том, что с той озвучкой, которая вам больше всего нравится. А еще пользователям доступны собственные списки для сохранения тайтла в определенные вкладки. Анизон. Смотри аниме просто и бесплатно. После зомбирования Морриса Люциус призвал к себе Лили по одному очень важному делу. Разговор пошел о стране Солнца, Земли, находящейся очень далеко от их материка. По словам Загратиса, будущее на этих далеких землях начало колебаться, и то, что сейчас там происходит, может угрожать их истинному миру. Поэтому он попросил своих паладинов устранить эту угрозу, но не было ни слова сказано об Асте. То есть Лили и вправду выходит, что просто тэпнула паренька куда-то далеко, думая, что он все же умрет от потери крови. Однако даже если Люциус уверен в том, что Астер все-таки мертв, судьба, которую он видит, всегда будет идти за антимагическим пареньком. Ибо именно после его прибытия на островное государство Люциус увидел в нем угрозу собственным планом. Ну а прибыли паладины, как я и говорил в прошлом ролике и разборе главы, именно к вратам Тори. Но единственное, что им показалось странным, так это то, что в прибрежном городке не было ни души. И не придав этому никакого значения, они направились к цели, где после уничтожения врат Тори, символизирующим врата в духовный мир, паладинам со звериной магией было произнесено заклинание, которое призвало легендарного пятиглавого дракона. Масштаб этого монстра был просто невероятен. Даже рядом с ним находящийся городок выглядел как муравьиная колония. Освободив это чудище, Лили ознаменовала начало создания истинного мира, где, по ее словам, эта страна станет основной точкой всего их плана. Однако, как оказалось, город был не совсем пуст. Рюда со своим всевидящим глазом все же успел подготовиться к битве и направить семерку драконов для защиты города. Хоть они и говорят, что пока они здесь, враги и пальцем не тронут страну, но в виде пятиглавого дракона их слова как-то мне не сильно внушают доверие. Напрашивается вопрос, почему вы раньше не атаковали паладина, а ждали того момента, пока они не освободят легендарное чудище? Тут уж как-то я их не понимаю. Ну а пока на одном конце страны начинается апокалипсис, на другом конце мы лицезрим вновь потрепанного Астера, которого теперь тренируют новые мастера из 7 драконов. По словам одного из них, мы можем понять, что сейчас им занимаются сильнейшие из всех. Ему не нравится, что Аста не пытается сражаться с ним на полную силу. Что ж, вот эта глава, ребятки. Действительно происходит что-то невероятное. С одной стороны, Люциус осторожничает. Паладины призывают из мира духов легендарное зло, которое смогло усмирить лишь божество. И против этих врагов противопоставили пятерку из 7 драконов, двое сильнейшие из которых находятся вместе с Астой. То есть прикиньте, насколько они самоуверены, что рассуждая о надвигающийся уровень опасности, Рюда поставил своих мастеров именно таким образом. То ли сила этих пятерых будет
достаточно, то ли Рю просто делает ставку на Асту, поставив его тренироваться вместе с сильнейшими. И тогда эта битва на передовой, а точнее сопротивление, будет для того, чтобы выиграть времени для Астера. Да и не кажется вам, что этот мужичок с ухмылкой скоммуниздил прошлую накидку паренька с арки Пикового Королевства? Фух, глава действительно невероятна. Из-за отсутствия света и сотовой связи после обстрела в армии РФ я не смог сделать видео, как я вам обещал, но на эти 2 дня у меня была задача просто выжить. Однако после включения света я прям аж влетел в весь этот эпик и прям аж как воодушевился аж, что теперь аж не могу дождаться следующей главы. Так что остается только ждать и ждать. Я надеюсь, что нам покажут не только силу 7 драконов, но и хотелось еще бы узнать что-нибудь про Рюда, теория о котором была у меня совсем недавно. Так что можете посмотреть, как выдастся время и когда вы будете в безопасности. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие роли. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.